Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, в одном из наших прошлых видео мы рассказывали про решение судьи Мехты для исков от победителей DV 2021. Если вы еще не смотрели его, ссылка сейчас появится вот здесь и в описании под видео. Обязательно посмотрите, чтобы понимать, о чем речь. А сейчас, немного собравшись с мыслями, перечитав судебный ордер и послушав мнение адвокатов, хочу поделиться своим мнением и ответить на несколько самых часто задаваемых вопросов в последние дни. Итак, поехали. Лично наше мнение, решение судьи зарезервировать только 31% виз от общего количества истцов несправедливо. Несмотря на то, что эта цифра взята не с потолка, а из выведенной судьей формулы, которая подробно расписана в ордере, я считаю, что при ее создании были учтены далеко не все факторы. Если очень коротко, то по мнению судьи лишь у 31% отобранных победителей есть шанс получить визу ввиду того, что на первоначальном этапе заявок отбирается гораздо больше, и по факту на квоту в 55 тысяч виз претендует около 130 тысяч человек. А добавить к этому и то, что не каждый год квота выбирается до конца, а тут еще и COVID внес свои коррективы, то цифра и получилась вот такой. И теперь, зарезервировав 6914 виз для Гудлак и смежных исков и 481 визу для ГОХ, истцы имеют тот же шанс, равный 31% на получение визы, как и раньше. Но по факту все мы знаем, что победитель, чей номер кейса был менее 20-25 тысяч, при условии, что с заполнением анкеты и документами все в порядке, имел гораздо более высокие шансы на получение приглашения на интервью, чем 31%, а у победителей с кейсом до 10 тысяч так и вовсе шансы были максимально приближенными к 100%. Но теперь абсолютно неважно, твой номер кейса 5 тысяч или 60 тысяч, а есть и такие, шансы на получение приглашения у вас одинаковые. И это если не учитывать все остальные факторы, которых очень много. Точных ответов на многие вопросы по-прежнему нет, и практически все они основываются на предыдущем опыте по конкретным ситуациям. Поэтому сказать однозначно, будут ли вызывать на интервью теперь только тех, у кого документы проверены, или статус Document Qualified на самом деле абсолютно не важен, не могут сказать даже адвокаты. Они, как и мы, считают, что проверенные документы, конечно же, могут дать преимущество, но на практике приглашение получали и те, кому письмо о проверке документов не пришло, и даже больше приходил повторный запрос на сканы документов после того, как они были проверены. Это говорит о том, что консульский центр в Кентукки работает как попало, и предугадать, чем именно они будут руководствоваться для отбора истцов, неизвестно. Следующий нюанс – не работающий на данный момент посольство. Это еще более непонятный вопрос. А все потому, что визы из резерва начнут выдаваться не сейчас, а не менее чем через полгода. Но мне кажется, еще значительно позже. И как будут обстоять дела с конкретными посольствами на тот момент? Будет ли разрешен автоматический перенос дел в работающее посольство или нет, никто не знает. Кроме того, есть информация о том, что адвокаты будут подавать ходатайство судье с просьбой пересмотреть решение и увеличить размер резерва. Хотя, на мой взгляд, из этого ничего не выйдет, ведь судья потратил не один день и даже не один месяц на принятие решения. И если бы он хотел сделать больше, он бы сделал больше изначально. Но посмотрим, как будет, и в любом случае сообщим о результатах. Но из этого, конечно, следует и обратное. Ответчики, скорее всего, тоже подадут апелляцию, и каков будет исход, тоже лучше не загадывать. Еще есть большая вероятность, что ответчики даже после получения конкретных сроков для выполнения решения, то есть для выдачи зарезервированных виз, будут всеми силами стараться не выполнить решение, ведь это в их духе. Этот вариант тоже нельзя исключать, но в таком случае адвокаты подадут соответствующее ходатайство в суд о неисполнении решения ответчиками. К сожалению, в таком случае распределение резерва может затянуться еще на более длительные сроки. Кстати, думаю, будет не лишним повторить еще раз. Решения касаются только истцов, а значит для всех тех, кто в судебных исках не состоял, это фактически означает то, что получить визу уже будет невозможно, ведь фискальный год был окончен 30 сентября. Но есть один нюанс. Насколько я знаю, на данный момент существует два законопроекта, в которых идет речь о резервировании всех 55 тысяч виз для победителей DV 2020 и DV 2021, и даже для более ранних лотерей, но только в том случае, если они попадали под так называемый мусульманский бан. И в случае одобрения и подписания этих законопроектов Госдеп будет обязан исчерпать всю квоту в 55 тысяч виз, а значит шанс появится и у неистцов. Однако в этот вопрос мы не вникали, ведь законопроект еще могут отредактировать или вовсе не принять, так что пока рассчитывать на это точно не стоит. Еще один важный нюанс. Было зарезервировано 7395 виз для 23 853 истцов, все еще не прошедших интервью.
Несмотря на тот факт, что зарезервирован лишь 31% от общего количества, не стоит забывать и о том, что часть тех, кто будет проходить интервью, получат отказы. И по динамике текущего года процент отказов равен примерно 20%. Ведь все мы знаем, что выиграть в лотерею и даже получить приглашение на интервью еще не равно одобрению визы. А это значит, что, скорее всего, пройти интервью сможет примерно половина истцов или даже более. И еще это значит, что не стоит бояться того, что африканские страны выберут всю квоту, как многие думают. Процент отказа там значительно выше, и даже если общее количество приглашенных на интервью там будет больше, они все равно получат меньше виз. По крайней мере, если все будет происходить так, как происходило и раньше. И в заключение хочу сказать, что несмотря на то, что решение судьи не кажется справедливым, и сама вроде как победа в судебном процессе пока не кажется победой, это все равно отличный результат. Друзья, просто задумайтесь хотя бы на минуту. В роли ответчика выступал Госдепартамент США и сам президент, и судья признал их действия незаконными и выдал резерв нам. Никому из истцов не был гарантирован успешный исход дела, и шансы всегда были 50 на 50. Теперь же шансы и вовсе выросли, ведь фискальный год закончился, а возможность получить визу все еще есть. Да, не всем подойдет вариант ждать полгода, года или больше, и, конечно, не всем в итоге достанутся визы, но такая вероятность все-таки есть, и это уже результат. А ведь без судов и без колоссальной работы, которую проделали адвокаты, не было бы не только резерва, но, по нашему мнению, не было бы выдано и 17 тысяч виз в течение года, которые получили победители со всего мира, независимо от того, состояли они в исках или нет. Потому что без исков, без давления адвокатов и прессы, без судебных процессов никто бы о нас не думал, и посольства бы просто не работали, ссылаясь на прокламации, которые тоже, скорее всего, действовали бы и по сей день. Так что хочу сказать большое спасибо всем тем, кто этому поспособствовал, даже несмотря на то, что лично мы визы не получили до сих пор. Еще, друзья, попрошу вас понять одну важную вещь. Сейчас не стоит писать в посольство, а тем более в консульский центр в Кентукки сотни и тысячи писем. У них нет и не будет никаких инструкций по поводу того, как будет распределяться этот резерв, вплоть до последнего слушания на тему назначения дат выдачи резерва, а это случится не ранее, чем в конце февраля. Они просто не ответят или в лучшем случае отправится автоответ, а вот тоннами писем вы только усугубите и без того плачевное положение дел. А действительно важные письма со сканами документов и запросами в посольство просто отправятся в еще больший бэклог, который разгрести будет еще труднее. Так что, пожалуйста, поймите, на данный момент письма в эти структуры никак не помогут, но вот навредить вполне себе смогут. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, и обязательно задавайте интересующие вас вопросы. Возможно, мы ответим не сразу, потому что в последние дни у нас очень много работы, но будьте уверены, мы точно ответим и постараемся не затягивать. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.